Я только недавно пришел с работы, и, можно сказать, я устал. Сейчас лето, довольно жарко. Тяжело работать, когда температура довольно большая на улице. Вот когда ходишь, работаешь, и тем более работа нелегкая. Это работа в лесу, то есть с деревьями работаешь. Сейчас работа у меня забирает довольно хорошо времени. То есть с утра я могу спокойно с утра взять, пойти на работу, как это нужно. И вообще это первая моя работа официальная. И дальше себе работать до обеда, до после обеда. Даже если вы видите, немножко даже вспотел еще. Нужно будет пойти покупаться. Еще внутри бывает тяжело. В смысле том, что я хочу, например, снять видео, да. У меня есть желание снять видео, но голос какой-то не такой. Что-то еще не так. Сейчас уже появилась возможность снимать видео, то есть другой телефон, все. Но желание внутри есть, а вот чувства определенного или вот, так сказать, поддержки в голосе я не чувствую такого сильно. Но все равно думаю, давай попробую. Получится или не получится. Будет интересно людям или нет. Вот видите, как получается. Что вы делаете в таких случаях? Как вы распоряжаетесь своим временем? То есть, смотрите, на работу, после работы и так далее. У каждого работа своя, есть работа онлайн, есть работа физическая, то есть, как вам правильно сказать, это та работа, на которой ты ходишь физически. То есть я это имел в виду. Я выбрал вот честность, сказать так, как есть. Да, я потом позже еще расскажу больше, зачем я пошел туда, были другие способы на другую работу пойти или нет, но я туда пошел. Но, с одной стороны, это, я бы сказал, да, хорошо, что есть работа, будет стабильный какой-то заработок и так далее. Но то, что я раньше думал, то есть развиваться онлайн, развиваться YouTube, так же само развивать свой канал, там финансово развиваться отдельно онлайн, то есть так же само. Я тоже это не буду бросать, и я буду дальше продолжать. Но сейчас я буду решать с Ютубом. У меня еще несколько площадок было. Я думаю, что мне делать. Получается так. И сейчас сделал так, что у меня только один YouTube остался как площадка для видео. И я буду остановлюсь тут и буду дальше продолжать тут развиваться. Распыляться, я понял, не стоит. Почему? Я только начинаю распыляться сразу тут, на этом канале, на другом канале. Сразу же уменьшается количество видео. Мне встает внутренне не очень хорошо. Ой, там плохо идет, там нету просмотров, там еще что-то нету, комментариев нету, еще что-то. И вы понимаете, внутренне это довольно тяжело. То есть, когда ты себя чувствуешь, что у тебя как бы ты занимаешься этим делом, да, и ты почувствовал, что ты хочешь дальше, ну, внутреннее желание как такого сильного нету. Мозг понимает, что нужно дальше, но желания и охоты этим заниматься прям нету. Потому что какая проблема я заметил? Распыляюсь, я просто распыляюсь там, там, там. Также само заметил еще одно. Очень много разговаривал, всего рассказывал другим. Прежде чем я что-то сделаю, то есть я пошел, там рассказал, там рассказал. И все. И я как будто бы насытился внутренне, насытился этим, что как будто бы все, я, ну, знаете, хорошо себя почувствовал, всем рассказал и так далее, что у меня вот так и так и так. А в самом деле потом я не прихожу к этому делу. То есть так же самое и с "Ютубом" получается. Почему? Я многим рассказывал, что я хотел заниматься, что я буду, что у меня будет очень хорошие просмотры, очень много всего будет, что я буду очень хорошо, стабильно вести канал. И что получается? И ничего. Просто упал, то есть, как вам правильно сказать, упала вот эта
моя внутреннее такое желание жесткое, которое было до того, как я рассказывал, и после того, как я уже там всем рассказал, все, мое желание ослабло. Я начал себя чувствовать не очень хорошо. Я как бы распылился не только на платформы разные, но и языком своим рассказал многим. Бывает ли у вас такое, что вы сначала рассказали одним людям, там, друзьям, подругам там и так далее, рассказали все всем, и потом через время вроде вы приходите на работу, к этой работе, немного позанимались, как я, например, скажу по ютубу. Одно видео, третье, четвертое снял, но со временем ты не чувствуешь вот той отдачи, и ты затихаешь, по сути. И ты уже этим делом не занимаешься прям так сильно активно или вообще забрасываешь. Потому вот я решил, что все, только YouTube, я и раньше это говорил, и также одно из правил, которое я хочу себе лично поставить, это меньше вот разговаривать, рассказывать всем, что нужно и не нужно своим языком. То есть это в первую очередь должно осуществиться. То, что я думаю, должно осуществиться сразу же. Когда я сделаю, после того пусть люди узнают. До того, как я не сделаю еще ничего, я думаю, что и также сама поставила себе, что постараться как меньше рассказывать. Язык это зло, по сути, получается. Потому что ты дофамин получаешь до того, как ты чего-то получил или приобрел. Потому вот скажу, что довольно сложно мне вот с этим бороться. Но я постараюсь, постараюсь. У меня уже одно вышло, и со временем вы поймете, о чем я говорю. Потому вот я выбрал честность, взять и рассказать вам все это. И также распишите мне или напишите обязательно в комментариях, бывает ли у вас такое, что вы рассказывали другим, а потом, что вы сейчас чем-то займетесь, что у вас что-то получится и так далее. Или очень-очень-очень много всего рассказали, а потом у вас ничего не получилось. И потом внутреннее такое было понижение, очень плохо было. Потом ходишь, смотришь перед людьми этими, думаешь, ну что они уже подумают и так далее. Я лично не хочу этим всем заниматься, забивать свою голову вот этим бредом, так и скажу бредом, то просто решаю закрыть рот, поменьше разговаривать всем и заниматься делами. Я думаю, это будет самым лучшим решением. Потому, если вы меня поддерживаете, напишите обязательно плюсики в комментариях или свои мысли обязательно напишите. И мы с вами пообщаемся именно в комментариях. И ждите обязательно следующего моего ролика. Возможно, я еще сниму как-то с работы, немножко покажу, что я делаю. То есть в лесу. Еще что-то сниму. Я покажу все как есть. Побольше снимать видео постараюсь. И поменьше рассказывать все всем то, что нужно и не нужно людям. Лучше вообще ничего не досказать или вообще ничего не сказать и сделать, чем рассказать все всем и ничего не сделать. Потому вот у меня вот такой вердикт получился, такой вывод. Ну вот, что вы скажете, напишите в комментариях. До следующих видео. Пока.